Да, пожалуйста. Виталий Никитич, моих вопросов не будет в финальном монтаже, поэтому отвечайте, пожалуйста, полными предложениями, чтобы мы понимали контекст. И по возможности повторяйте имена почаще, то есть не он, а Борис Николаевич, чтобы мы понимали, о ком идет речь. У нас просто очень много персонажей. Хорошо, хорошо. Чаще говорить, Борис Николаевич. Да-да-да-да. Мгм. Сергей, чуть-чуть правее камеру толкните. Правей. Нет, тогда левей. Хорошо. Виталий Никитич, скажите, а вы помните, когда вы впервые услышали фамилию Ельцин? И как вы с ним впервые познакомились? Я услышал задолго до перестройки, но в перестроечный период, в настроение перестроечное. И впервые я его имя так для себя отложил, что это нечто особенное после публикации в «Комсомольской правде» его огромной статьи. Но это была, конечно, большая сенсация. Я сам работал в «Комсомольской правде» много лет. И даже позавидовал моим товарищам, что они, в общем, сумели взять такое интервью очень мощно, сильно. Вот. А я в это время работал в журнале «Новое время». Нет, в ЦК партии еще работал. И поэтому для меня, в общем, увидеть такого партийного работника была большая очень редкость. Тогда, Горбачев был, можно сказать, один, достаточно одинокий. Был там Александр Николаевич Яковлев, был там Анатолий Сергеевич Черняев. Были такие хорошие люди вокруг, но особо ничего они не решали. А вот весь аппарат, заведующий отделами, заместитель заведующего отделом ЦК партии, они все были такие из такого серьезного прошлого, с такого кондового, можно сказать. И вдруг первый секретарь обком партии Свердловского выступает перед студентами с колоссальной вообще речью. Для меня очень больше. И мы уже в аппарате начали, конечно, чаще все время вспоминать, что есть такой секретарь обкома, надо к нему приглядываться. Но оказалось, что не только мы приглядывались, но и Горбачев тоже. И так он оказался в Москве. И совсем уж большая случайность, что мы работали с ним на одном этаже. Это был 8-й подъезд ЦК партии, так напротив Министерства финансов. И вот такой большой, красивый человек вдруг появился, приходил рано утром. Сразу как-то начали... Как-то даже сам подъезд зажил какой-то другой жизнью, потому что какие-то люди с дальних строек начали приезжать, какие-то планерки, какие-то, в общем, что-то такое жизнь в строительном отделе у нас было. И вот мы часто так сталкивались. Он очень был такого очень скромного такого поведения, все время стоял в буфете там со всеми. Поэтому вот когда там потом вспоминали, вот он ездил в троллейбусе, это, наверное, для какой-то пиар там истории, ничего подобного, он вообще таким приехал. Для него не надо было там перестраиваться, чтобы попасть там в троллейбус и проехать 2 остановки. Совершенно. Я думаю, это была его жизнь, его настроение, его такое мироощущение, можно сказать. Вот. Он даже, более того, он все время, у него в это время, не знаю, надо ли это говорить в кино, очень болела спина. И даже я знаю, что ему уральские какие-то умельцы сделали такой не так сказать, не очень простое, очень серьезное какое-то такое изобретение – железный корсет. Он в этом железном корсете ходил где-то на волейбольной площадке, он повредил себе, наверное, так я думаю, повредил позвоночник, и он ходил в этом корсете. А у меня тоже была какая-то травма такая похожая, и вот на этой травме мы немножко с ним даже сблизились, потому что он спрашивал, что я принимаю, я говорил, такая ни к чему не обязывающая такая история. Да. Простите, я вас перебью. У вас пищат ботинки. Еще? Вы Хорошо. ногой, когда трясете, они попискивают почему-то. Хорошо, вот. И вот я хочу сказать, что
вот с ним пришла какая-то новая совершенно такая новая история в партийной жизни. Он совершенно по-другому это все решал. У него мало было такого устремления в документы, в какие-то партийно-бюрократические механизмы вникать, а ему важно было вникать вот в реальную жизнь, что происходит на стройках, чем дышат люди, кто там управляет тем или иным большим строительством. Вот это, конечно, очень здорово. Это был необычный для того времени, необычный такой кадр. Они очень в этом очень походили с Горбачевым. Очень-очень. Поэтому их такое сближение было очень таким естественным. Но вот другая команда, которая оставалась в Центральном комитете, в руководстве Центрального, она, конечно, была совсем иначе смотрела на это. В том числе, я даже думаю, что его товарищи, которые тоже из Свердловска приехали в Москву, они тоже, мне кажется, немножко сторонились Бориса Николаевича, потому что он слишком был яркий для них, и слишком они там, даже, грубо говоря, они считали, что он такой выскочка, не особенно, так сказать, он и достоин этих постов, которые занимает. А мне, как человеку, его поколения, немножко младше, чем он, конечно, казалось, что это то, что для нашей партии нужно было. А самая первая личная встреча с ним вам запомнилась чем-то? Первая встреча была такая, тоже она была такая официальная. Это когда его рекомендовали секретарем горкома партии в Москве. И ему надо было выступать на пленуме с какой-то очень большой такой речью. И меня попросили, помочь ему, может быть, что-то он не особенно еще вошел в курс дела, помочь ему с тезисами какими-то и так далее. И вот я тогда с ним еще раз, так сказать, встретил, уже так сказать, на такой деловой основе. Он посмотрел то, что мне казалось, нужно было сказать москвичам, отложил, сказал, что это очень, очень все здорово, и не использовал, по-моему, ни одного этого тезиса. Кроме того, дорогие, уважаемые москвичи, кроме этой фразы, по-моему, ничего не использовал. Но настроение или, можно так сказать, поворот его, так сказать, общение с Москвой, особенно с Москвой такой культурной, интеллигентной, с молодежной Москвой, было очень правильно. Там было заложено немножко, но он не воспользовался этим. Вот направление было именно такое. А он на вас произвел какое-то впечатление? Все постоянно говорят, что у него какая-то харизма была. Он, конечно, на любого человека производит огромное впечатление, но на меня особенно. Мне понравилось, что он такой спортивный, открытый, очень, очень не похожий на всех, кого я, так сказать, до этого встречал. Очень, я бы даже так сказал, по-своему, так сказать, остроумный и очень уважительный. Он все время говорил на «вы», не употреблял каких-то тяжелых слов. Мне очень, очень понравился такой тип человека. Скажите, а где вас путч застал? Путч мы в это время, накануне мы все, Михаил Сергеевич Горбачев нас отпустил в отпуск на неделю, потому что мы должны были, по-моему, 24-го вернуться для подписания договора. Я улетел к родителям в Сочи, и рано утром мне позвонил Егор Яковлев, он был главный редактор «Московских новостей». Ну и говорит, включи радио, посмотри, что там делается. Я включил, ничего понять не мог, балет идет как. А он говорит, это переворот и так далее. Вот. Я в этот же день начал выбираться из Сочи. Не очень это мне удалось, потому что меня тоже перекрыли там, ни с кем не соединяли, не давали возможности. Представьте, я сочинец, помощник президента. Самое главное, что там меня все знают. И для меня нет билета на самолет. Это, конечно, очень странно. Но, тем не менее, каким-то образом
меня посадили, я летел стоя сначала, потом меня заперли в туалете, 76, помню, самолет, и я комфортабельно долетел до Москвы. А почему заперли в туалете? Стоять нельзя было в самолете, и просто девушки, стюардессы меня просто посадили, стоя же нельзя лететь. А, то есть вас посадили без билета просто. Да, без билета. Ну, они уже, так сказать, знали, кто я такой, просто им объяснили. А у вас была какая-то информация, помимо той, что все знали? Нет, не было. И мы на следующий день просто э, собрались. Примаков прилетел, прилетел Шахназаров. Все были в отпусках. Приехал Вольский Аркадий Иванович, и мы все собрались и провели большую пресс-конференцию и высказали свое мнение, что это переворот, что это путч. Ну, вот так мы эти дни провели. А страх был тогда? Да нет, особого нет. Ну, просто мы... Какая-то была уверенность очень, что это все настолько неправильно, настолько это такая грязная такая история, что было было отторжение от всего этого. Вот это даже чувство больше, оно превалировало над всем другим. Ну, просто была у меня рекомендация от моих товарищей, таких близких, что ты там особо дома не толкайся. Ну, нам и некогда было. Мы всю ночь сидели, выпускали газету. Называлась она «Общая газета». Мы организовали общую газету. Это «Новое время», «Московские новости», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец». По-моему, все. Вот и мы организовали такую газету. Можно я вас попрошу Да. озвучить это полным предложением? Да, чтобы мы понимали, что вот на фоне тех событий закрыли все средства массовой информации, Да-да-да. и редакции нескольких газет объединились. И... Вот объединились редакции, потому что были замечательные, это замечательное поколение журналистов было, просто замечательно. Вот Егор Яковлев, Александр Пумпянский, это Паша Гусев, многие из них и сейчас работают, ну, Владик Фронин. Это такие серьезные очень люди, которые в это время вот как-то центром стало московские новости. И мы все там собрались и решили его, поскольку все были как в таком подвешенном состоянии, и никто не выходил, мы решили выпускать одну газету. И вот все журналисты вот как раз сплотились вокруг московских новостях, а газету назвали «Общая газета». И мы выпустили несколько номеров, а потом эту газету, когда все это прошло, мы решили оставить. И написали учредитель, вот это я придумал, учредитель газеты Егор Яковлев, не кто-то там, не организация, просто человек учредитель. И она еще выходила, пару лет она выходила, но потом из-за материальных просто соображений мы ее, так сказать, оставили. А после путча были какие-то сомнения по поводу участия Горбачева в этом заговоре? Нет, никаких сомнений. Ну что, это уже потом придуманная вещь, когда все эти путчисты вышли когда их всех пожалели, в том числе Борис Николаевич наставил на этом, да пожалейте их, ну что там, ладно уж это, простим и так далее. И вот они тогда все начали говорить, да мы в курсе дела, да мы... На самом деле это чушь собачья, это 28 раз это доказано. И просто даже иногда это обидно слушать и смотреть. Ну, и я надеюсь, что очень мало желающих в это поверить, потому что, ну, верить этим людям, это не очень даже красиво. А как вы отнеслись к амнистии путчистов? Ну, наверное, правильно сделали. Ну, люди запутались, люди все-таки вовремя, можно сказать, отдумались. Наверное, правильно. Ну, что так уж наказывать? Они наказаны тем, что они в черном списке истории, они навсегда покрыли себя позором. Это уже, по-моему, больше, чем физическое наказание какое-то. И так они, я думаю, уйдут вот с этой сметкой, что они пытались всю страну, могли бы
ввергнуть в гражданскую войну запросто. Скажите, а вы в правительство попали уже после событий 93-го года, да? Да, по-моему, да, после событий в 95-м или в 94-м я стал вице-премьером. Виталий Никитич, а Да. расскажите, пожалуйста, что происходило в этот отрезок времени между обстрелом Белого дома и выборами 96-го года? Почему после, казалось бы, такой победы над Верховным Советом и созданием новой конституции, пропрезидентской конституции, рейтинг Ельцина так стремительно падал и оказался почти на нуле перед выборами? Ну, это тоже вопрос очень такой известный, исследованный. И он, как бы к нему ни подходили, тут в основе всего этого конфликта лежит два, на мой взгляд, важных наблюдения за нашим обществом. Наше общество, к счастью или к сожалению, с одной стороны, нетерпеливо очень, а с другой стороны, очень подвержено ностальгии. И вот нетерпимость вот к тому, что вот завтра мы станем жить там очень хорошо, вот послезавтра это все, вы знаете, как в знаменитой этой игре рисовали все время, что завтра купим машину, забыл, как называется, вот по телевизору все, реклама была там. И вот так же наше общество. Им казалось, всем нам казалось, что вот сейчас вот пришел Ельцин, пришло демократическое правительство, сейчас мы начнем жить лучше, богато, красиво, особо делать для этого ничего не надо, все само придет. Но само все не приходило. А потом начали вспоминать, а вроде бы при коммунистах-то лучше было как-то, вроде бы и могли поехать запросто там в санаторий, и отпуск был, и платили зарплату и так далее. Но без такой шоковой терапии, без того, что героически, по-моему, делал Гайдар и его команда, мы бы никогда, в общем, новую страну не построили, новую Россию тем более. Поэтому это надо было пережить, это надо было понимать. Но в большинстве своем общество было в том настроении, что всем надоели нехватки, всем надоели очередя, всем надоели эти бесконечные демократические, так сказать, разговоры. Собственно, и братья-демократы тоже виноваты. Слишком уж мы декларировали в общество большие ожидания. А надо было, наоборот, общество готовить к очень большим испытаниям и ожиданиям. И вот поэтому произошел такой отлив, откат от всего того, что было намечено, и в том числе и откат от Бориса Николаевича. Это было очень, конечно, обидно, потому что его место тут же занимали там демагоги, люди, которые, так сказать, снова обещали, люди, которые уже себя показали в старое, так сказать, доброе время, в кавычках доброе. Вот они начали выходить на первое место. И была самая реальная опасность, что все вернется на круги своя, Зюганов победит на выборах, Ельцин уйдет в историю таким опозоренным, ну и вся, собственно, демократическая платформа, на которой построено было новое общество, молодое очень общество, оно уже никогда к жизни не будет востребовано. Виталий Никитич, поправьте, пожалуйста, воротник. Ага. Скажите, пожалуйста, а как Ельцин реагировал на постоянную критику в прессе в это время? Ну, Борис Николаевич к тому, что происходило в прессе, тяжело он это переживал. Я думаю, что ему и справедливо, и несправедливо нанесли очень много таких по-настоящему ран таких, которые оставались, наверное, рубцами на сердце. И вообще у него так с трудом он понимал, почему от такой огромной, так сказать, любви и уважения его начали уже высмеивать, копировать, ну и всячески даже унижать. Он это очень тяжело переживал. Я встречался с ним в это время каждую неделю по делам прессы, конечно. Ну и видел, как он
он мог со мной говорить очень, очень остро на эти темы, но это никогда не выливалось на, ну, дальше, чем его кабинет. Вот здесь мы могли с ним, ну, так сказать, дискутировать, так я скажу. Но чтобы он когда-нибудь применял какие-то, хотя и мог это запросто сделать, применять какие-то очень серьезные меры, там, закрытие, запрета, он этого не делал. Он мог только, так сказать, обижаться по-человечески, но его, вот, я даже думаю, что это вопрос его личного мужества, что он, тем не менее, он не поддавался уговорам, а такие уговоры были, закрыть что-то, ну, я не знаю, кого-то снять, поменять, этого не было. А почему? Он так серьезно относился к свободе слова? Ну, он считал, что да, это его было убеждение. Вот он, я извиняюсь, в этом плане университетов не кончал. Вот свободная пресса, не свободная, какая. Историю российской прессы он не знал, историю советской прессы он, наверное, не очень хорошо знал. И вообще воспитан был на «Правде», на «Уральском рабочем» и так далее. Но его вот такая человеческая, такая гражданская интуиция ему показывала, что это надо пережить. Это становление такой прессы и возможность дать прессе участвовать в политической жизни и участвовать в строительстве новой страны, это безусловно важно. И вот все эти издержки, которые... Он это все считал издержками, все эти издержки он, к огромному сожалению, он один на один воспринимал, потому что здесь, ну, знаете, никаких помощников никто не поможет. Тут надо одному или пережить это, или стать, так сказать, врагом этой прессы. Он был другом прессы, и это я в этом убежден. Расскажите, пожалуйста, про участие СМИ в предвыборной кампании 1996 года. Вот все СМИ практически единодушно бросились на поддержку Ельцина. Почему это произошло? Давайте я немного уточню вопрос. Да, Это да, произошло пожалуйста. под нажимом стороны правительства или, скажем, потому что владельцам СМИ были сделаны какие-то обещания, что вот если Нет, вы нас сейчас конечно. поддержите, то мы вам потом Нет, то-то и конечно. то-то. Нет, конечно. Но я тогда был вице-премьером, ну, более того, там вроде бы мне положено было там охрана, там машина какая-то особая и так далее. Я пришел к Борису Николаевичу и рассказываю ему о том, что пресса находится в очень тяжелом финансовом положении, в том числе и так далее. И, ну, сказал ему, что я, так сказать, исхожу из того, что мне не нужна ни машина, ни охрана. Давайте как-то я вот буду... Раз я представляю прессу в правительстве, а не наоборот, правительство в прессе, то мне вот это не надо. Он говорит, нет, это тут положено, так нельзя, тут... Ну, тем более там еще Чеченская война шла. Там, нет, вам... Я говорю, нет, я так не буду. Прошу вас, вот, так сказать, согласиться со мной. Он говорит, ну почему? Я говорю, ну вот представьте, я приезжаю в свою «Комсомольскую правду», где не платят там по полгода зарплаты. Ну, приезжаю на 600-м «Мерседесе», 2 охранника. Ну, конечно, любой мой товарищ скажет, слушай, ну, продай этот «Мерседес», отпусти охранников. На эти деньги можно нам на полгода, так сказать, зарплату платить. Он так послушал это. По-моему, его это убедило, мой пример убедил. Я так спокойно сам водил машину, вот, и его это, так сказать, убедило. А моих коллег, ни один мой коллега не может сказать, что я там проводил какие-то разносы, планерки там и так далее. Их убеждало нечто другое, что все-таки при всем том, стали они журналистами, стали свободными газетчиками и телевизионщиками, они стали при Борисе Николаевиче. И как бы они его там не шпыняли или там совершенно несправедливо подчас критиковали,
то завтра в отсутствие Бориса Николаевича будет только хуже. И это убеждение пришло, наверное, в том числе и потому, что Борис Николаевич никогда не делал никаких острых замечаний прессе, никогда не поправлял, так сказать, не топал ногами и так далее. И это убеждение сложилось само по себе. Я повторяю, ни один человек не может сказать, что я там куда-то приходил и качал там права, или там кого-то ругал, или еще что-то. Хотя я был как бы на это дело поставлен. А наоборот, мы вот тогда пришли в журналистику и вообще в руководство пришли очень интересные люди. Вот там, ну, можно сказать, Михаил Лесин, там, Малашенко Игорь, Олег Добродеев. Это все люди, которые родились вот в то время. Они как раз и стали после этого, там, Евгений Киселев, они стали после этого вот эти проводниками такого очень серьезного демократического начала в нашей стране. И я очень рад, что вот и Борис Николаевич в них поверил. Более того, он даже Игоря Малашенко сделал там руководитель своего штаба избирательного. То есть он, хотя НТВ в это время не очень так жаловал ему, так скажем. Но вот такое убеждение, что будущее наше с Борисом Николаевичем, оно пришло осознанно к нашей прессе. И это очень важно. Скажите, пожалуйста, а Чеченская война сказывалась на вашей работе? Да, очень сказывалось. Ну, я одновременно же был генеральным директором ТАСС, и поэтому он через нас проходил, конечно, можно сказать, военный рубеж, поскольку наши корреспонденты все время были там. Дважды их захватывали. Вот, надо было... Один журналист погиб, ну, захваченный в заложники, его убили, а двоих удалось спасти, поэтому я 4 или 5 раз я был там на всевозможных, так скажем, в лексике того времени на стрелках, там договаривался, как их вытащить. Ну, в общем, это удалось сделать. Вот. Поэтому эта война прошла, в общем, через вот это поколение журналистов, через всех она прошла. Это нельзя было не забыть, не как-то успокоиться долгое время. А было во время Чеченской войны какое-то давление на прессу со стороны правительства? Потому что пресса же в основном критиковала то, как велись военные действия в Чечне. Ну, то есть кажется, что не могло не быть какого-то давления на прессу в это время с точки зрения освещения войны. Ну, я, честно говоря, могу вам так сказать. Пресса имела, так сказать, вот такое, то есть основополагающее направление. Как эта война идет и как это надо бы освещать. Ну, чтобы каждый день кто-то там что-то бегал и кому-то делал замечания. Ни одного нельзя назвать журналиста или телевизионщика, который там, я не знаю, погорел на этой теме Чеченской войны. Нет, наоборот. Ребята туда ездили героические. Там Лена Масюк, вот, пожалуйста, я сейчас вспоминаю. Просто героических ребят, которые там сделали себе имя и так далее. Многие из них считали, что это несправедливая война и так далее, и так далее. И такие были целые газеты, «Новая газета», например, за это выступала. Никого не наказывали. Это было такое, все-таки была возможность высказывать разное мнение по этому поводу. Ну, у меня в кабинете приходили там разные люди, потом выясняли, что они полевые командиры. Вдруг то он приходит как министр, через там полгода он полевой командир. Вот, тогда это все было достаточно такое, ну, может быть, разбросанное такое поле было. Но, тем не менее, к чести вот российских журналистов, они
к этому относились как к очень серьезному профессиональному долгу. Очень много журналистов пострадало, но для того, чтобы найти вот, правду о чеченской войне, очень многие наши журналисты очень честно и благородно работали. Скажите, а вы не участвовали в работе предвыборного штаба Ельцина, вот той так называемой аналитической группы, которая занималась выборами? Да, и время от времени занимался, но это была не был такой, знаете, большой штаб такой, вот большой штаб, я в него входил. Ну, не так часто там, правда, бывал, но я знал, чем они занимаются. И, конечно, если оттуда приходили какие-то установки такие серьезные, правильные и так далее, я, конечно, их старался привести как-то в жизнь, вывести на правильных людей, на правильных журналистов и так далее. Но это плюс к тому, чем я, так сказать, занимался. Ну, то есть вот установки все-таки поступали из Кремля какие-то в это время. А это все-таки ТАСС, к которому советские люди относились с пиететом Ну, в и 93 привыкли. году, я извиняюсь, ТАСС захватили эти, как вы знаете, бандиты, мы там должны были тоже передать сообщение, очень, конечно, важное для них и для, может быть, страны. Они просто с автоматами там требовали, чтобы вот я передал сообщение по ТАССу: режим Ельцина не изложен, .ТАСС. Если бы это сообщение прошло, неизвестно, чем кончилось. Телевидение могли бы не верить, там, газеты, мне ТАССу бы поверили. Ой, а расскажите Вот поподробнее, мы, пожалуйста. У нас про захват ТАСС в 93-м вообще никто не рассказывал. да, ну, вот в 93 году, в октябре, как раз вот вечером захватили Останкино, и я был за городом. Мне позвонила секретарша Ольга и говорит, что что-то странное около ТАССа происходит. Да, я еще тогда про Останкино не знал. Я говорю, что там может происходить? Она говорит, какие-то люди вооруженные ходят около ТАССа. Ну, я сел в машину и поехал. Но уже было достаточно, так сказать, пока я добирался, достаточно, так сказать, поздно. Уже люди ходили по Каменному мосту, уже движения почти не было. Вот мост, который от гостиницы «Украина» сюда на Арбат, тоже как-то перекрыто движение. Вот я там пробирался, а у меня еще машина была с правительственными номерами, с флагом таким, знаете, 008 у меня был. И вот я сам за рулем ехал. Меня остановили, видят флаг. Кого ты возишь? Я говорю, я директор ТАСС. А он где? Я говорю, убежал. Ну проезжай. И вот я таким образом, я добрался до ТАССа, спрятал машину во дворе. Только вошел в кабинет, и тут, значит, на ТАСС вот набросились. Ну, у нас там охрана там была, там два пожилых человека. Ну, вот они с такой очень настоятельной просьбой, чтобы мы вот это все, что я уже снят с работы. Указ мне принесли за подписью Хасбулатова и вице-президента Рудского, что я снят, значит, и другой человек какой-то пришел, даже фамилию не помню. Я их тоже всех простил. Ну и вот, и наставили, чтобы это все произошло. Но видишь, что я не согласен, а ТАСС такая организация, там просто так передать ничего нельзя, там надо знать, как это передать. Поэтому без меня бы там ничего не произошло. А еще раз повторите, пожалуйста, что они просили передать. Вот это сообщение. Режим Ельцина не изложен. Можно вас ТАСС. прошу сказать полным предложением? Они просили передать, что... Они просили передать сообщение ТАСС. Режим Ельцина не изложен. ТАСС. Вот если бы это сообщение прошло, неизвестно, чем бы это все закончилось. Потому что это миллионы людей моментально бы, и самое главное, за рубежом узнали, что что-то произошло. А надо было лишить их возможности пользоваться такой серьезной структурой, как ТАСС, которая может передать там и в одну секунду это будет в Белом доме, в приемной это лежать, это сообщение. Поэтому, они это, наверное, понимали не хуже, чем я. Это все продолжалось всю ночь, они блокировали
все это, стреляли по окнам, мы перепутали окно и стреляли там с соседней крыши, с соседнего дома по кабинету моего первого зама. Ну, в общем, это тяжелая была ночь. Потом, они такие не очень понимали, где что находится. Из кабинета меня... Они все собрали коллегию, чтобы коллегия это приняла решение. Коллегия это не принимала такого решения. Хорошие люди, я просто с ними работал и знал, что это замечательные люди. Никогда меня не подведут. Потом к телефону меня не допускали, конечно. Напротив, кабинет первого зама, у него точно такие телефоны. Я сказал, мне надо на минуточку выйти. Вышел, перешел к первому заму и по АТС-1 позвонил Черномырдину, и он взял трубку на мое счастье. Это было 4 или 5 часов утра. И он взял трубку. Я говорю, что там у тебя? Я сказал, то-то, то-то. Он говорит, хорошо, сейчас у тебя будет спецназ, ГРУ. Я пришел и сказал, что джентльмены, вот сейчас сюда приедет спецназ ГРУ. Они из вас сделают просто макароны. Вы, поэтому мне терять нечего, но то, что они договорились, что я встречу все-таки спецназ, я спустился вниз, приехали эти люди, у них были такие, знаете, мотоциклетные шлемы, очень такие, они выглядели очень смешно, все очень как вооружены сильно, а шлемы мотоциклетные. Я говорю, у вас есть командир какой-то? Я такой-то. Они говорят, мы вас знаем. И какой-то подошел товарищ, сказал, вот я командир снял, у нас приказ выбить отсюда этих. Я говорю, это нельзя делать, потому что вы сейчас с этими гранатами, с этими автоматами, вы выведете ТАСС из строя, потому что у нас все на компьютерах, у нас очень хрупкая цивилизация. Приказ. Сколько их здесь? Я говорю, человек 100, наверное. Тогда вот как-то надо говорить, чтобы они все покинули без стрельбы, без ничего. Я поднялся к себе, сказал, вот есть такие условия. Или вы выходите спокойно все, рожки все оставляете и выходите. Или они вас всех перебьют тут как этих. Договорились. Я стоял около лифта, они выходили, клали рожки. Выходили. Никто не погиб, никого не убили. Около ТАССа, правда, один офицер по фамилии Колесников, он погиб. То ли он бежал ТАСС выручать, то ли мимо, не знаю, как так получилось, но прямо у порога ТАССа его подстрелили. Кто-то из этих бандитов. Но мы его, к сожалению, не могли спасти. Стрельба прям была, да? Да, стрельба была на улице, не внутри ТАСС. Под Тверской. И что, арестовали всех в результате? Нет, всех выпустили. Это было такое условие. Что мы их выпускаем, и в спину никто не стреляет. Они бросали оружие, не оружие, а рожки. Кто-то пистолет оставлял, и убегали. Растворялись просто. Это тоже, вы понимаете, это какая-то была публика. Как-то все это... Потом, когда это анализировали, все это не очень как-то серьезно. Это не очень... Публика была не очень приспособлена к переворотам. Очень напоминает нынешний Майдан. Вот пришло что-то такое, что-то хотят захватить, кого-то убить, зарезать там. Все это не очень профессионально. Так, мне кажется. Слава богу. Я знаю, вам надо бежать, поэтому последний вопрос. В чем вы считаете основная заслуга Бориса Николаевича как президента? Как вам сейчас представляется его историческая роль? Борис Николаевич сделал нас другими просто. Я очень, очень завидую молодым поколению, как вот вы все, что вы живете в другой стране, замечательной, свободной. Вот что бы сейчас ни происходило, Борис Николаевич сделал так, что мы перешли точку возврата. Уже мы никогда не вернемся к тому, что было. Потому что
Он, ну, может быть, ценой своей жизни, там, и ценой, может быть, даже своего имени в будущем, в истории. Конечно, мы будем за это биться, чтобы это имя осталось светлым и так далее. Но есть же люди, которые, ну, до сих пор считают, что вот если бы не Борис Николаевич Ельцин, жили бы спокойно, 120 рублей вы получали, все бы были счастливы. А сейчас мы просто получили новую страну, новая, хорошая, демократическая, что бы ни происходило. Но вот то, что он нас перевел за эту черту возврата, это сделает его исторической фигурой. Спасибо большое. Спасибо вам.